Вечером, когда междугородний автобус мчался сквозь заснеженные пейзажи Онтарио, на его фоне мир казался погруженным в глубокий, почти сказочный покой. Белоснежные поля, тонкие, словно хрупкие рисунки, силуэты деревьев, заснеженные крыши редких домиков, тускло освещенные фонарями. Все дышало тишиной и усталой красотой северной зимы. Салон автобуса был почти полон. Люди возвращались домой после долгого дня. Кто-то с работы, кто-то после поездки в другой город, а кто-то просто стремился добраться до родного очага. Внутри царила та особая тишина, которая бывает только вечером в общественном транспорте. Полумрак, приглушенное гудение мотора, мягкое покачивание на поворотах. Пассажиры не разговаривали. Почти все были заняты чем-то своим. Кто-то уткнулся в экран телефона, бессмысленно пролистывая новости. Кто-то дремал, уронив голову на грудь. Рядом молодая пара тихо шепталась, держась за руки. Несколько человек читали книги, и только изредка кто-то поднимал взгляд на снежную пустоту за окном. На одной из остановок дверь со скрипом распахнулась, впуская внутрь порыв ледяного воздуха и нового пассажира. Это был мужчина лет 30 с лишним, одетый не по погоде, без шапки, с расстегнутой курткой, из которой выглядывала мятая футболка. Он ввалился в салон, пошатываясь, и с первых шагов стало понятно — он пьян. Запах перегара стремительно распространился по проходу, как зловещий сигнал. Его лицо было налито, глаза мутные, в поведении чувствовалась агрессия, подавленная, но готовая вырваться наружу при первом удобном случае. Он шел медленно, разглядывая пассажиров так, будто искал, кого бы задеть. Его губы растянулись в презрительной ухмылке. Увидев старушку, сидевшую у окна, он резко остановился. Маленькая, аккуратная женщина в вязаной шале, с серебристыми волосами, собранными в пучок, в руках аккуратная сумка, в ногах термос. Ее лицо было спокойно, но с того момента, как незнакомец сел напротив, в ее взгляде появилась тревога. «Ну что, бабуля, долго ехать будем?» — сказал он громко, с издевкой. Она вежливо посмотрела в его сторону и ответила мягко: «Пожалуйста, не шумите. Люди отдыхают». Его это только раззадорило. Он начал отпускать язвительные комментарии, фыркал, закатывал глаза, обращаясь то к ней, то будто бы ко всему салону. Его поведение становилось все более вызывающим. Он демонстративно разложился на двух сиденьях, вытянув ноги в проход, качал головой под музыку, которая звучала только в его воображении, и изредка делал вид, что собирается закурить, хотя в салоне, разумеется, это запрещено. Старушка старалась не смотреть в его сторону, прижимая сумку к себе и сжав губы. Несколько раз она просила его замолчать, но чем больше она проявляла спокойствие, тем больше он раздражался. А потом все стало происходить слишком быстро. Когда она, побледнев, осторожно встала с намерением пересесть подальше, он резко схватил ее за запястье. Она ойкнула от боли. Он грубо толкнул ее обратно на сиденье и, не сдержавшись, ударил по щеке. В салоне повисла тяжелая, почти физически ощутимая тишина. Кто-то поспешно отвернулся, кто-то сделал вид, что ничего не заметил. Один мужчина, сидящий ближе к выходу, буквально уткнулся в газету, хотя раньше читал с телефона. Молодая пара перестала шептаться, женщина от страха прижалась к своему спутнику. Несколько подростков, сидящих на последних рядах, застыл с расширенными глазами, но никто не встал, никто не вмешался. Даже водитель, видимо, не заметил происходящее или решил не вмешиваться, надеясь, что все уладится. Само собой. Хулиган почувствовал полное всевластие. Он усмехнулся, обернулся, будто демонстрируя остальным: «А что вы мне сделаете?» И вдруг с другого конца салона раздался скрип сиденья.
Поднялся мужчина. Высокий, крепкий, с коротко стриженными волосами, в плотной куртке и джинсах. Его лицо было сурово, взгляд прямой. По его походке, по уверенности движений, по осанке сразу становилось ясно. Перед ними человек военный или бывший. Не тот, кто боится. Он, не торопясь, пошел по проходу, молча. Пассажиры расступались перед ним. В воздухе чувствовалась напряженность, будто перед грозой. Хулиган тоже поднялся, расправив плечи. Улыбка осталась на его лице, но в глазах мелькнуло сомнение. «Ты выбрал не ту цель», — спокойно произнес мужчина. Его голос был ровным, но в нем звучала холодная металлическая твердость. Это была не угроза. Это было заявление факта. Следующее мгновение произошло почти мгновенно. Одним быстрым движением мужчина нанес точный удар, сбивая противника с ног. Тот повалился на пол, выругался, но не успел ничего сделать. Его подняли, как тряпичную куклу, за воротник куртки и поволокли к выходу. Он пытался вырваться, плевался, кричал, но его крики тонули в молчаливом напряжении салона. Никто не встал на его защиту. Подойдя к двери, мужчина нажал кнопку экстренной остановки. Автобус начал замедляться. Водитель, наконец, что-то закричал, но было поздно. Когда транспорт замер, почти в сугробе у обочины, дверь со щелчком открылась. Мужчина резко вышвырнул хулигана наружу, как мешок с мусором. «Пусть остынет», — коротко бросил он, поворачиваясь обратно. В салоне сначала тишина, а потом шевеление. Кто-то достал телефон и начал снимать. Кто-то хлопал, кто-то шептал «Молодец! Настоящий человек!». Молодой парень в наушниках, до этого делающий вид, что ничего не происходит, поднял глаза и с облегчением улыбнулся. Старушка все еще сидела на своем месте, прижимая платочек к щеке. Ее руки дрожали. Когда мужчина проходил мимо, она подняла взгляд и прошептала: «Спасибо, милок, спасибо». Он слегка кивнул, сел на свое место и больше не сказал ни слова. Автобус снова тронулся, продолжив путь сквозь снежную ночь. Но атмосфера в салоне изменилась. Это была уже не тревожная, подавленная тишина, а иная, плотная, наполненная уважением, благодарностью и новым чувством защищенности. Люди переглядывались. Они были свидетелями того, как добро взяло верх. Как один человек, не побоявшись, показал пример. Некоторые пассажиры потом вспоминали этот вечер еще долго. Кто-то рассказывал историю дома, кто-то писал пост в соцсети, кто-то просто задумался, а что бы я сделал? И все же каждый унес с собой нечто важное. Осознание того, что зло не всесильно, что иногда достаточно одного человека, чтобы нарушить молчание и вернуть миру справедливость. Дорогие зрители, а как бы поступили вы в такой ситуации? Поделитесь своим мнением в комментариях, это важно. Если вам близка эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До встречи, и пусть добрые люди всегда будут рядом.